Друзья, хочу поделиться с вами привычками, от которых я никак не могу избавиться. Только никому не рассказывайте. Я очень люблю после обеда съесть что-нибудь сладенькое. Также люблю листать Инстаграм в любое свободное время, просто для того, чтобы полистать ленту и узнать, как у кого дела. И также люблю сериалы. Уж если начала смотреть, оторваться просто невозможно. Привычки, их так много, и они такие разные. Есть, которые классно на нас влияют, например, привычка заниматься спортом, а есть, которые отнимают наше время. Давайте вместе разбираться, что же такое привычка, что же такое зависимость, вместе с нашим экспертом, психотерапевтом Кристиной Кучер. Кристина, приветствую тебя. У нас с тобой сегодня очень интересная тема, и первый вопрос, который хочу тебе задать, это как ты думаешь, в чем разница между привычкой и рефлексом? Смотри, есть такая история, как не рефлекс даже, а действительно зависимость. То есть зависимость от какого-либо действия или алгоритмов действий, или фактора присутствия чего-либо в твоей жизни. Да? И вот есть привычка, а есть зависимость. Это кардинально разные вещи. От зависимости тяжелее избавиться, и там нужна терапия. Привычка – это про выбор человека, про выбор, действовать мне таким образом или не действовать. То есть привычкой можно назвать там чистить зубы, да? Это для нас привычка. И, в принципе, если мы не будем там один день чистить зубы, ну, мы спокойно это перенесем, нас не будет трясти от того, что мы что-то не сделали. Если взять ту же самую там привычку, так называемую, да, курить, но, скорее всего, если человек не покурит, да, если он привык к этой зависимости, то это будет весьма травматично для него в течение этого дня, ему может быть на нервах, он может быть на таких неприятных эмоциях, и, соответственно, вовлекаясь в эту зависимость, это уже не привычка, это уже действительно есть аспект, который в психике заложен и который нужно исцелять. Как все-таки, давай начнем с привычек, да, поскольку это такое более позитивное русло, начнем с него. Как все-таки формируется привычка? Ну ведь мы же не рождаемся с привычкой чистить зубы, пить кофе, есть сладкое. Как все-таки зарождается привычка? Что на это влияет? Смотри, есть алгоритм привыкания к чему-либо, да? И вот опять же, да, разграничим привычку, это вот уже чистить зубы, заниматься спортом, это что-то про себя, про контакт с собой. Я чувствую потребность в чистоте, я чувствую потребность в движении, или меня приучили чувствовать потребность. То есть связь с телом. Привычка – это всегда про связь с телом, про связь, про контакт с собой. То есть то, что ты ощущаешь, да, в момент действия, хорошо, а если мне не нравится то, что я ощущаю, ну вот заниматься спортом, ну это больно бывает, некомфортно, но это же полезная привычка. Как себя вот... Смотри, это про связь с собой. То есть я для чего это делаю? Привычка – это всегда для чего-то. Я привыкаю к чему-то для чего-то, для какой-то цели своей. Зависимость очень часто это про прикрытие чего-то. То есть я туда смотреть не хочу, мне там уже больно, и я чем-то это закрываю, каким-то тем же сладким, теми же булками, теми же там сериалами. Я чем-то мне нужно закрыть то, куда я смотреть не хочу. В зависимости нет контакта с собой. В привычке вырабатывается контакт с собой. Я хочу это сегодня делать, я это выбираю делать или не выбираю. Слушай, но бытует такое мнение, чтобы что-то стало твоей привычкой, есть даже цифра 21 день, тебе нужно это делать там, изо дня в день, и у тебя получится. По твоему опыту, у всех одинаковая цифра? Или вообще, что помогает сформировать эту привычку так, чтобы она была уже на уровне автоматизма, как опять же чистить зубы? Слушай, ну, насчет 21 дня это хорошая цифра, но немножко некорректная. С точки зрения нейрофизиологии, по последним данным, 21 день – это на
разбивание старой привычки, например, да, вот условно говоря, мы привыкли, что у нас холодильник стоит в одной стороне угла, да, но сейчас условно очень на механике действия, и мы примерно там пару-тройку недель периодически будем ходить в ту сторону, ну, на рефлексе, если, да, это будет происходить. Если мы этот холодильник передвинули, да, сделали перестановку в комнате, вот вроде бы ты видишь, что он там, но рефлекс тебя ведет в другую сторону. 21 день разорвать старую связь. То есть то, что ты делал раньше. А потом нужен еще 21 день, чтобы закрепить новую связь. И по последним данным, ну, которые вот у меня есть, да, это 42 дня для того, чтобы действительно привычка закрепилась, для того, чтобы первые шаги в сторону новой нейронной связи натоптать. Но то, что она будет несбиваемая, эта нейронная связь, это, ну, не совсем так. То есть в любом случае эту нейронную связь можно будет нарушить. Ну, не совсем, наверное, сегодняшняя наша тема, но для того, чтобы выжить эти 42 дня, формируя новую привычку, должна быть конкретная цель и сильная мотивация, да, для этого всего. Желание, мотивация, связь с собой, четкое такое понимание, зачем я, что и для чего. А ты можешь порекомендовать, как правильно сформировать цель для того, чтобы достигнуть и, ну, прожить эти 42 дня? Знаешь, если говорить про свой опыт, а я очень часто именно полагаясь на свой опыт, не могу отвечать, как говорится, за всех, да, то это про сильное желание действительно идти к чему-то. Есть мотивация от «я хочу убежать от чего-то», да, есть мотивация к. Вот когда человек действительно силен мотивацией к, он спокойно выдержит эти 42 дня. Когда у него мотивация от, тяжелее. У меня был марафон один с уже бывалыми ребятами, то есть с которыми мы уже до этого работали. Я говорю, давайте мы с вами будем делать регулярно практику. Я говорю, кто-то зайдет на 21 день, кто-то на 42 по желанию. И вот у кого была цель там в конце, я хочу вот это, я прям чувствую, что мне нужно идти к чему-то, да, те дошли до конца. Те, кто вроде бы, ну, мне вроде бы дискомфортно, становится чуть-чуть лучше через недельку, и все, вот этот дискомфорт ослабевает, соответственно, стимуляция пропадает, и, соответственно, ты уже не бежишь, не стремишься и не выдерживаешь там 21 или 42 дня. Скажи, пожалуйста, есть какие-то механики, методы, чтобы как-то обезопасить себя от вредных привычек, потому что, ну, так или иначе, они есть в нашей жизни. Они есть в нашей жизни. Да. Единственный стопроцентный метод – это контакт с собой. Я всегда за это, я всегда про это, чтобы слышать себя, чувствовать свое тело и понимать, в ту ли сторону я вообще иду или нет. Дело в том, что у многих, с кем я работаю, ну, как психолог уже приходит, уже когда что-то пригорит, да, очень часто, у многих, в принципе, изначально стоит травма, которая ведет к самоуничтожению. То есть эта привычка, она не просто потому, что вот человек, ну, не хочет, да, там, вести здоровый образ жизни. Нет, то есть там стоит серьезная уже травма на самоуничтожение. И тут как бы обезопасивая себя, не обезопасивая, бессознательно ведет по кривой дорожке. И здесь очень важно, соответственно, не то чтобы себя обезопасить, а понимать, я стремлюсь действительно к счастью, или у меня есть что-то, что постоянно меня выбивает, да, какая-то программа, какая-то травма, какое-то состояние, которое меня так или иначе выбивает из моей здоровой колеи, да, ну, здоровой во всех смыслах этого слова, то есть не в каком-то вот это так правильно, вот так неправильно, из моей здоровой позиции по жизни. Что меня выбивает, возможно, меня выбивает много факторов. И здесь очень часто про травматику. То есть у меня клиентка была, с которой мы как раз-таки проработали вот эту травму самоуничтожения, она сама бросила курить. То есть как бы мы ничего сверхъестественного над курением мы не работали. То есть мы просто убрали ее травму самоуничтожения, ну, дорогу, да.
Кристин, вот ты не первый раз говоришь о том, что нужен контакт с собой. Дай, пожалуйста, нашим подписчикам несколько таких, может быть, вопросов, на которые нужно ответить самому себе, чтобы понять, а я вообще сейчас в контакте с собой или нет. Потому что вот история, которую ты сейчас рассказала про свою клиентку, которая бросила курить, ну это же реально крутая история, когда человек себя понял и сам отказался от вредных привычек, потому что люди годами не могут от них избавиться. Да, первое и самое важное — это тело, ощущение тела. Я чувствую потребности тела сейчас или нет? Очень многие, по моему опыту, оторваны от тела. То есть вот тут есть жизнь, а вот все, что ниже подбородка, там нет жизни. То есть нет ощущения, нет понимания. Такое само по себе ходит, да. Само по себе, на вот такси просто, такси для головы. И что я чувствую? Хочу ли я в туалет, да? Базовые истории, базовые. Хочу ли я в туалет? Хочу ли я попить сейчас? Вовремя ли я поел? Я хочу сейчас есть? Или, возможно, это привычка моя есть там в час, да? На самом деле моему телу нужно в другое время. То есть контакт с собой — это постоянная сверка, а как я сейчас и как я хочу, чтобы было. Это сначала тяжело, то есть это сначала вводится, условно говоря, так, давай-ка заведи будильничек, и каждый там час проверяй, как ты сейчас. Да, сначала это так для многих. Потом это входит вот как раз-таки в тот самый автоматизм, когда ты просто проверяешь на фоне, так, у меня все окей, хорошо, отлично, продолжаем там, например, работать. Или поработал, так, что-то как-то прогуляться хочется. Вот здесь начинается контакт с собой, я чувствую, что мне хочется. И тебе уже не нужно себя дрессировать, что так, сегодня тебе нужно пройти 6000 шагов для того, чтобы там... Нет, ты просто чувствуешь, что так, что тут засиделся, здесь уже нехорошо, пойду прогуляюсь, ну, по парку вокруг, например, дома, или еще что-то. Все, у тебя уже совсем другое отношение к этому действию. То есть ты не заставляешь себя, а ты действуешь из того, что вообще-то твое тело хочет, жаждет и рада бы прогуляться эти самые 6000 шагов там, или 10, да, у кого сколько. Кристин, скажи, пожалуйста, а правда ли, что привычки как хорошие, так и плохие, которые мы называем зависимостями, лучше формируются и быстрее от них отказываешься, если действовать в компании, в команде? Для кого-то это может работать, для кого-то, кто привык действовать из сравнения, кто привык быть, как говорится, не хуже соседа, да, вот у кого есть вот предрасположенность и внутренняя вот эта сверка с коллективом, тем да, у тех может это сработать. Но, однако, не всегда. Если есть, например, внутреннее ощущение, что я недостаточно хороший, не такой хороший, как другие, да, разные же есть убеждения внутренние. То есть если есть сверка, что я должен тянуться, человек будет тянуться. Если он привык себя в худшую сторону сравнивать, то наоборот, он может такой: ой, все уже отказались, а я еще нет, ну ладно, наверное, у меня не получится, какой-то неудачник. То есть здесь зависит от внутренних убеждений о себе, о том вообще, как я к социуму, да, я за ним тянусь, я за ним бегу, или я себя постоянно сравниваю в худшую сторону. Здесь немножко от внутренних убеждений зависит, и не совсем и не всегда у всех работает. И такой последний, наверное, вопрос: опровергни или подтверди утверждение о том, что привычки, они формируются с детства. Так это или нет? И как на это можно влиять, если это так? Я бы сказала, что действительно на самом деле привычки формируются на взрослой, осознанной вот этой волне. То есть я взрослый, и я выбираю действовать по такой траектории движения. Я взрослый, я выбираю, например, вставать утром и там, не знаю, медитировать, например, да, это привычка. И это в детстве любая привычка, которая прививается, это всегда... То есть либо это с самого раннего возраста, как зубы чистить, да, все, вот тебя поставили, вот просто уже на автоматизме тебя ставят, и ты на рефлексе повторяешь, вот со всеми, да, вот. А когда это про осознанное поведение, да, это всегда наоборот на взрослой личности. И как раз-таки тем людям, которые не взрастили в себе взрослую личность, а внутренне ментально остались детьми, очень много таких. То есть когда
так или иначе, нет ответственности, я за это ответственности не хочу, за это не хочу. Вот это ментальный возраст такой до 10 лет. То есть вроде бы человеку по паспорту там 30, 35, 40. Я таких знаю парочку человек. Да, а вот на ментале там до 10. Вот здесь как раз привычка не укоренится, потому что для того, чтобы укоренилась привычка у такого человека, ему нужен надзиратель. То есть кто-то, кто его поставит чистить зубы. Ну, сейчас мы переводим, да, все на чистку зубов. Кто-то, кто за ним посмотрит, приструнит. У взрослых личностей, ментально взрослых, они сами собой управляют. Они сами говорят, так, мне это надо, мне это нужно, мы действуем. Мы встаем, когда мы посчитали нужным. Мы делаем перерывы в присвоении себе привычки тогда, когда мы считаем нужными, потому что перерывы тоже важны. Да? Контакт с телом – это не довести привычку до автоматизма. Это понять, когда мне нужно сделать паузу и когда мне нужно снова начать. После общения с Кристиной мы с вами поняли, что очень важно чувствовать себя, быть осознанным. Группа ученых проводила эксперимент, в котором они предложили участникам не отказываться от привычек, даже от вредных, а быть в моменте. Когда они курят, чувствовать, что происходит с их организмом, с их эндорфинами, с их настроением. И многие начали замечать, что, оказывается, сигареты плохо пахнут. Дело в том, что мы очень часто привычку путаем с рефлексом. Обедать вместе с Ютубом, налить молоко в кофе, съесть пироженка сразу после обеда. Это все больше похоже на рефлексы, а не на привычки. Мы делаем это неосознанно. Мы подготовили для вас статью, в которой подробно разбираем, как из привычки сделать рефлекс и наоборот. Ссылку на статью оставлю в описании под этим видео. Ну а мы с вами увидимся в новом видео.